Здравствуйте, друзья! Вот сегодня на самодельном гриндере, можете посмотреть, я его уже снимал по ссылке в описании. То есть хочу я на нем заточить вот отвертку, вот она у меня вот такая вот в таком состоянии. Много она работы сделала, то есть уже вся сработалась. В общем, заточим отвертку, зубило такое вот. Тут даже сталь, вот марка написана, У7А. И стамеску. То есть тоже поработала хорошо. Лента у меня, значит, на гриндере 120-я. И вот подручник я, в общем, снял, чтобы он мне не мешался, чтобы по-всякому подлазить. Он мне и не нужен, в принципе, вот для сегодняшней работы. И начнем. То есть, что для этого нужно? Сначала нужно нам убрать вот здесь вот выбоина, замин, тут еще, ну, отвертка, в принципе, поработала, но все равно что-то из нее сделают. То есть, сначала надо убрать вот это все до ровной плоскости, то есть, сточить. Таким вот образом я сточу, а потом уже, то есть, вот они, видите, как бы спуск. Вот в эту плоскость мне потом уже попасть, чтобы получилась отвертка. Ну, и начнем. Включаем гриндер и поехали. Держим прочно в руках инструмент, перпендикулярно ленте и поехали. Чтобы быстрее стачивалось, ввожу. Ну и лента, чтобы с одного края не стачивала, то есть не срабатывалась вся, чтобы по всей плоскости. Вот смотрим. Вот еще немножко, видите, вот здесь замин. Еще немножко. Сильно не давлю, чтобы ленту не порвать. Ну вот, скоро можно приступать. Мочим ее, чтобы отпуск стали не произвести. Все, можно точить. Ставим, в общем, вот в эту плоскость, чтобы все попало. То есть именно, даже, наверное, да, вот так вот. И начинаем работать. Смотрим. И вот такими вот небольшими движениями вожу. Из стороны в сторону. Смотрим, вот видите, начинает попадать. Мочим, вот видите, вот видно по этому, по сколько металла, в общем, снимает лента, это все видно. С другой стороны. Нет, давайте еще с этой. Бояться не нужно, что заденете ленту. Ничего страшного не произойдет. Никуда ничего не затянет.
Смотрите, еще немножко осталось плоскость нам поймать. Гриндер немножко двигается. Ну вот, смотрим. Видите? Теперь в другую сторону. Поглядим. Много сносит. Значит, подносим ближе. Намочим. Но тут даже сильно металл не нагревается на ленте. Ну вот, постепенно попадаем в плоскость. Вот еще нам осталось, видите, где захватило, чтобы горячее, но не критично. Вот уже отвертку, ну. А все, больше не надо, она готова. Вот здесь вот чуть-чуть еще точнуть носик. Все, отвертка, посмотрите, отвертка готова. Вот, отвертка готова. Вот ее немножко еще напильником вот здесь. Все, довел вручную, отвертка готова. Небольшой заусенчик образовался, но он убрался. Все, вот она отверточка. Теперь переходим, давайте, к стамеске. То есть нам тут тоже надо попасть вот в угол, вот в этот. То есть вот спуск у нее, и вот в этот уголок нам нужно попасть. Включаем. Посмотрим. Вот видите?
металл снимается. Видите, вот здесь снялся, а вот где не снялся. Давайте я вам начерчу, так будет намного удобнее. Вот закрасим маркером, и все сразу будет видно, как снимается металл. Может, за раз он снимется, но ничего. Включаем. Вот видите, тут взялся, середина не взялась. Вот вводим из стороны в сторону, сильно не давим. О, все, попал. Все. Стамесочка, в принципе, готова. Вот здесь вот заусенчик еще все. Немножко еще можно. Здесь вот выбоинка. Здесь вот все равно заусенец. Мы же сюда точили. Вот здесь образовался заусенец. То есть вот он. Он цепляется вот ногтем. И чтобы нам убрать этот заусенец, мы возьмем сейчас мелкий камешек. И вот таким вот движением попадем, вот где вот гладенько у нас вот. Вот таким вот движением мы попадем сейчас полностью. Не могу вот, потому что... А, вот мы вот сюда положим. Все, мы вот сейчас взяли стамесочку. И вот таким вот образом, вот так вот чуть-чуть мы заусенчик, то есть плоскость положили полностью, чтобы она вся касалась. Заусенчик мы вот раза два, три тернули и убрали. Все, вот видите? Все, стамеска готова к использованию. Жалко мне ленту, конечно, зубила. Ну ладно, уж начали на 120, будем на 120. Для зубила можно и 40 взять зерно. То есть оно крупное. Мелкое это вот как раз для заточки. 120, там 240, это вот самое для заточного инструмента пойдет. Для зубила просто ленту жалко. На 120, конечно, тоже можно, но оно не сильно затуплено. Но если оно сильно затуплено, то я вам, конечно, рекомендую взять зерно покрупней, чтобы еще металла будет побольше и ленту подольше хватит. Ну ладно, раз мы на 120 начали, будем на 120. Зубило здесь как принцип? Здесь получается как бы двойная заточка. То есть вот видите, вот это вот основной спуск, а потом еще в конце как вот, как домик. То есть получается двойная, вот раз и еще такой вот как бы крыша. То есть она вот она. И вот как раз нам вот эту вот сторону нам и надо заточить. В принципе, весь так режущий инструмент затачивается, только разница в угле. Тут угол, наверное, градусов, наверное, 75, 70, а то может быть и больше. Но больше 70, то есть получается вообще тупой. Иначе если сделать острый, то оно тут же выкрышится, замнется. Нам надо, чтобы рубило металл. То есть вот она, вверху вот это вот. Вот она даже, вот видите, вот этот домик. Сколько он градусов. Тут, наверное, градусов даже я, наверное, ошибся. 75, наверное, даже 80. Вот сейчас мы и начнем. То есть здесь тупой угол. Здесь уже, в принципе, сейчас мы начертим. Просто для визуального просмотра. Вот эту вот вершинку нам надо заточить. Нажимаем. Попадаем в этот спуск. То есть вот таким вот образом поднимаем. Посмотрим. Да, вот он. И начинаем работать. Вот она одна сторона. Переворачиваем на другую сторону. Сейчас можно намочить. Вот вторая сторона еще не хочет.
Тут потому что выбоины у нас. Ну, вот началось. Вот нам надо до вершины дойти. То есть вот эта выбоина, ее нам надо убрать. Давайте еще разок точнем. Это разок маркером пометим. И вот эту сторону будем. Ну вот, вполне достойно. Вот. А все, наша зубило готово. Вот здесь немножко надо попасть еще. О, попали. Все сделали. Вот оно. Здесь и здесь. Тут фломастер, просто кажется, что все, зубило готово к использованию. То есть вот мы заточили, значит, зубило, отвертку и нашу стамеску. Вот они, все три инструмента. То есть вполне хороший инструмент гриндер, даже самодельный. Ленты на гриндер здесь сразу уже заводские идут. То есть на шлифмашинку, которые. То есть ставишь, ничего клеить не надо, ничего покупать не надо. Ну, купил ленту. Некоторые делают самодельные ленты. Ну, вот, в общем, все. Спасибо за внимание. Всем хорошего настроения. Подписывайтесь на канал.